Этот проект стартанул еще год назад. Без сомнения, его можно назвать самым крутым, сложным и трудозатратным изделием нашей мастерской. Ничего подобного я никогда не видел. И уверен, что вы тоже. Поэтому усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. Изначально к нам обратился клиент с задачей разработать и изготовить для него уникальный рабочий стол. В итоге, спустя месяц работы, мы согласовали вот такой проект. Но теперь дело за малым. Осталось всего лишь его сделать. Как вы видите, на боковых панелях стола красуются вот такие иллюстрации. С изготовления этих панелей мы и начали. В первую очередь подбираем материал, размечаем и напиливаем в нужный размер. У нас не стояла задача сделать классическое столярное изделие. Тут необходимо получить симбиоз классики и естественной природной красоты дерева, со всеми нюансами, трещинками и капелькой эпоксидки. Но так, чтобы стол смотрелся актуально спустя 50, а то и 100 лет. Да, непростая задача, но заказчик четко обозначил это условие. Совсем скоро вы сможете оценить результат и написать в комментах, справились ли мы с ней. Вообще, это я к тому, что вот такие изъяны, как трещины в древесине, останутся, и мы их подчеркнем. После того, как заготовки распилены и отфугованы, склеиваем их таким образом, чтобы место стыковки практически не было заметно. Добиваемся этого благодаря долгой подборке и подгонке материала, но в итоге оно того стоит. Следующим этапом, когда клей высох, выводим наши панели в одну толщину при помощи рейсмуса. Думаю, вы уже заметили, что черный мореный дуб лежит на белой фанере. Да, деревянный щит мы приклеили к листу фанеры. Делается это не для экономии материала, как многие могли подумать, а для того, чтобы получить жесткую, надежную конструкцию. Добиться такого результата, используя исключительно мореный дуб, точно не получится. Да и к тому же после финальной сборки от фанеры не останется даже следа. Она будет зашита дубом со всех сторон. В дальнейшем все трещины были залиты эпоксидной смолой. Для того, чтобы убрать ее следы, прогоняем щиты через калибровально-шлифовальный станок. Ну и заодно подготавливаем поверхность к дальнейшей обработке и покраске. Очень удобная штука, вот как она работает. Сверху стоит барабан с наждачкой, снизу транспортировочная лента, скорость которой можно регулировать в зависимости от задач и материала. Перед тем, как перейти к самому интересному, то есть декору панели, пилим их в финальный точный размер. Для этого используем пильник, проход за проходом и вуаля. Итак, у нас есть вот такая иллюстрация, которую надо нанести на деревянную панель. Тут перед нами стала дилемма: делать гравировку фрезой или лазером. Предвосхищая ваш вопрос, отвечу: да, разница есть, и она действительно ощутимая. В итоге мы решили не гадать, а сделать два пробника и сравнить их. Как вы поняли, первый пробник был сделан на ЧПУ при помощи барельефной фрезы, на обрезке все того же мореного дуба, а второй пробник сделали на лазере. Недолго думая, закидываем щит в лазерный станок и жмем на кнопку «Старт». А пока станок работает, расскажу немного о философии проекта. В первую очередь надо отметить, что каждая иллюстрация рисовалась с нуля, конкретно для этого проекта. Тут нет ни одной картинки, скачанной из интернета. Все файлы создавались, отталкиваясь от запросов, пожеланий и вкуса заказчика, но так, чтобы все это было выдержано в одном стиле. Основным выбранным стилем для данного изделия является арт-деко. Стиль, символизирующий рассвет капитала, его истинную сущность и мощь, сочетающий в себе шик, гротескность и броскость, но в то же время оставаясь строгим и последовательным. Все для достижения намеченной цели, однако без декоративного золотого блеска. Вместо этого его истинный дух и чистейшая философия. А философия конкретно этой иллюстрации, на которой изображен Икар, следующая. Икар как легкий омаж Айн Рэнд и ее бессмертному идеалистическому произведению «Атлант расправил плечи», а также символизирующий стремление к высотам, желание покорить недостижимое, энтузиазм и восторг. Однако мы помним, что это же стремление всегда сопряжено с невероятным риском. На противоположной стороне будет располагаться шахтер или майнер в современной интерпретации, обратная противоположность Икару, в буквальном смысле приземленность, символизирующая, что тяжелый и непростой труд порой сопряжен с очень большой удачей и случаем, дающим найти ту самую золотую жилу. Но также все труды могут в один момент обернуться фиаско. Эти две противоположности также дополняют выбранную нами концепцию и ту философию, по которой создается капитал на бирже. А на фасаде одной из тумб будет расположен фамильный герб заказчика. Тут я не буду вдаваться в подробности, так как это очень личное, но выглядит вот так. После гравировки на поверхности остается небольшой нагар. Его мы убираем мелкой наждачкой при помощи шлифмашинки. Именно в этот момент картинка приобретает четкие линии и преображается на глазах. Итак, с второстепенным декором закончили. Теперь переходим к основному и самому интересному – огромному барельефу на лицевой стороне стола. В первую очередь отобрали подходящий материал, разметили его и нарезали в нужный размер.
Следующим этапом приступаем к склейке хитрого щита. В основе лежит фанера. На нее при помощи полиуретанового клея, в простонародье пур, мы клеим заготовки из мореного дуба, максимально, насколько это возможно, подбирая их по цвету и текстуре, жестко прижимая со всех сторон струбцинами. Но у струбцин есть свои ограничения, и для такой сложной склейки их совсем не хватает. Благо, Андрей не один год занимается этим ремеслом, и буквально за 5 минут задача была решена. На скорую руку он собрал вот такую хитрую конструкцию. 3 бруса, которые стягиваются между собой длинным саморезом, и благодаря проставке здорово прижимают заготовки к фанере. Но с торца стягиваем щит корпусными джетовскими струбцинами. Почему делается именно такой бутерброд, а не цельный массивный щит из дуба? Дело в том, что это очень специфичный материал, и его количество ограничено. Для того, чтобы сделать правильную столярную склейку по всем канонам, необходимо перебрать не один куб и уж точно избавиться от всех досок с трещинами и изъянами, которые, к слову, нам необходимы для визуала. Фанера в основании помогла сделать максимально надежную конструкцию, на которую мы можем положиться и выписать гарантию клиенту. Несмотря на то, что в кадре работает преимущественно Андрей, надо отдать должное и остальным ребятам. Именно благодаря слаженной командной работе у нас и получилось реализовать такой сложный проект, поскольку все работают как единый механизм. Конечно, это не случайность и требует постоянных тренировок. А происходят такие тренировки по выходным благодаря миру кораблей, поскольку это настоящий командный морской онлайн-экшен, в котором вы, управляя боевым кораблем, участвуете в матчах против реальных игроков. Ну и конечно же, это не только тренировки, но и возможность расслабиться и отдохнуть после тяжелой недели. Для игры в мир кораблей не требуется мощный компьютер, какие-то особые знания, тонны часов или умение быстро кликать мышкой. Тут все для комфортного отдыха за приятной игрой в свободное время. А в самой игре у вас на выбор целых 5 классов кораблей, в числе которых эсминцы, крейсеры, линкоры, авианосцы и подлодки, а также 13 наций. Каждый корабль детально воссоздан по реально существующим прототипам. По сути, мир кораблей — это цифровой музей морской техники. Плюс игра постоянно улучшается. Прямо сейчас идет тестирование новых механик с минными полями и дымовыми завесами для эсминцев. Стартовал ранний доступ к крейсерам Испании, которые могут дать мощную серию залпов. И еще всякие технические улучшения и новые премиум корабли. Каждый бой не похож на предыдущий. На каждой карте вы можете разработать тактику под ваш корабль и стиль игры, или же скооперироваться с друзьями и продумать наступательную операцию. Ненапряжный геймплей, динамичные бои и разнообразие карт. Что еще нужно для хорошей игры? Отличная графика и объемный звук, которые тоже в мире кораблей имеются. Так что залетайте в игру по ссылке в описании, регистрируйтесь и получите стартовые бонусы. А если аккаунт у вас уже есть, но вы не заходили последние 60 дней, вас также ждут подарки. Удачи в бою, командиры! Таким же образом были склеены остальные щиты, которые и станут тумбами в дальнейшем. Но сейчас нас интересует барельеф. Перед тем, как закидывать щит из мореного дуба под лезвие станка, мы решили перестраховаться и сделать пробники, посмотреть на качество и детализацию картинки. Для этого взяли щит из клена, сделали гравировку, но в меньшем масштабе, поскольку очень не хотелось испортить основной щит, сделанный из мореного дуба. Конечно, мы были уверены, что файл составлен безупречно, но все же картинка и живой прототип — это разные вещи. Сделали, оценили, поняли, что результат нас устраивает, и уже теперь можно смело запускать гравировку. Крепим заготовку на ЧПУ и погнали. Какая тут задумка? На лицевом фасаде в качестве барельефа изображен бык и медведь, которые вот-вот сойдутся в противостоянии. Бык — это неизменный символ Уолл-стрит и доллара, как и медведь рубля. Но несмотря на их агрессивный характер и динамику, переданную в работе, все же они движутся отчасти параллельно, и их столкновение еще предстоит. Для усиления этого эффекта, а также придания объема работе, барельеф выполнен в редкой, не классической манере полуфронт. При создании данной композиции мы хотели показать всю суть того, что испытывает трейдер. Адреналин от риска и невероятный драйв. Эта концепция присутствует и в остальных изображениях.
Конечно же, учитывая технические ограничения, фреза не могла обработать все участки, а вот Андрей не имеет никаких технических ограничений, поэтому он и доводит картинку до идеала. Всего несколько дней работы и можно двигаться дальше. На самом деле, я до сих пор в восторге от того, как наш ЧПУ-станок справляется с такой ювелирной, деликатной работой. Учитывая тот факт, что каждый день он загружен очень грубыми операциями, например, такими как калибровка слэбов огромной фрезой. Так вот, за 3 года такой издевательской эксплуатации мы заменили всего 2 подшипника, и на этом все. У станка не появилось никаких люфтов и других дефектов. Именно поэтому при выборе следующего станка у нас не стоял вопрос, к кому обратиться. Но на этот раз мы взяли модель с дополнительной осью и уже активно работаем над интересным проектом, который скоро выйдет на канале. В момент создания проекта заказчик попросил вписать цитату, которая имеет большое значение и очень важна для него. Конечно, мы внимательно относимся к таким вещам. В итоге было решено обыграть этот момент особенно, не согласовывая с клиентом, для того, чтобы получился небольшой сюрприз. Мы решили сделать ее светящейся в нужный момент. Какая тут задумка? Первая основная гравировка делается на максимальную глубину, насколько это возможно, но так, чтобы сохранился шрифт. Следующим этапом заливаем эту гравировку эпоксидной смолой, но и тут не все так просто. Первым слоем надо слегка прогрунтовать цитату тем же составом, дать высохнуть, а уже потом на следующий день можно заливать смолу. Делается это для того, чтобы избежать появления пузырей от воздуха, который выходит из дерева. Смолу заливаем с хорошим запасом, для того, чтобы избежать усадок при высыхании. Ждем еще 1 день и переходим к следующему этапу. Излишки смолы убираем при помощи фрезы, пару проходов и готово. В итоге мы имеем надпись, которая заполнена прозрачной смолой. Ну и наконец финальная гравировка. Точно такой же текст, точно на том же месте, но уже на пару миллиметров выше. Для понимания, на эту операцию ушло 4 дня. Но главная загвоздка в том, что все это время нельзя было снимать заготовку с ЧПУ станка, иначе повторно попасть точно в это место практически невозможно, и надпись получилась бы со смещением. Да, можно было бы, конечно, просто залить гравировку, отшлифовать излишки смолы, получить какой-то результат, сэкономить пару дней и не блокировать работу станка на неделю, но это не наш подход. Благодаря нашему подходу надпись выглядит объемной и фактурной, поверьте, оно того стоит. Следующим этапом при помощи ЧПУ вырезаем фасад в четкий размер. 15 минут времени, пару проходов и вуаля. А теперь самое время показать, ради чего мы возились с цитатой несколько дней. Но для этого необходимо до нее добраться. Сверлим входное отверстие, берем ручной фрезер и при помощи простенького шаблона делаем выборку. Проход за проходом, пока не появятся прозрачные буквы. Немного позже мы круто используем этот функционал, но обо всем по порядку. После того, как основной фасад готов, надо его обрамить. Выставляем пилу, упор и делаем небольшую выборку. Затем, отталкиваясь от этой выборки, делаем разметку на фасаде и при помощи фрезера готовим площадку для крепления нашего обрамления. Перед тем, как крепить накладки, мы решили загрунтовать фасад и убрать ворс. Позже это будет сделать значительно сложнее, так как мы приклеим обрамление и получим труднодоступные места. Думаю, тут все понятно наглядно. Нарезали недостающие тонкие детали, их мы крепим при помощи клея и шпилечника. Раз-два и готово. А вот боковые широкие накладки крепятся на клей и притягиваются на косой шуруп. С фасадом разобрались, теперь переходим к тумбам. Первым делом подбираем подходящий материал. Пока Андрей этим занят, предлагаю разобраться, что же в нем такого особенного и почему он такой дорогой. Мореный дуб представляет из себя древесину обычного дуба, которая пролежала под водой несколько сотен, а иногда и 1000 лет. В далеком прошлом берега рек, вдоль которых произрастал дуб, постепенно размывались, что приводило к тому, что деревья просто падали в воду, оставаясь в ней на века. Пролежав на дне реки под слоем ила, при отсутствии доступа кислорода и насыщаясь железом и другими химическими элементами, содержащимися в воде, древесина дуба приобретала уникальные свойства, за которые она очень высоко ценится. Мореный дуб обладает невероятно красивой текстурой. Чем дольше дерево пролежало на дне водоема, тем более темный цвет она приобретает. Так, мореный дуб, пролежавший в воде более 1000 лет, имеет почти черный цвет. Возникает вопрос, почему другие деревья не обладают подобными характеристиками? Ведь не только дубы падали в воду при размытии рек.
Все дело в том, что другие деревья за столь долгий временной промежуток попросту сгнивают и от них ничего не остается. В древесине дуба содержатся особые вещества – танины, так называемые дубильные вещества, которые являются естественным консервантом. Именно благодаря им дуб в столь агрессивных природных условиях не подвергается разложению. На сегодняшний день цены на мореный дуб очень разные, все зависит от конкретного материала, но если говорить о высушенной качественной доске, то стоимость исчисляется тысячами долларов за куб. Тем временем Андрей закончил подготовку материала и можно заниматься соединениями. Первым делом при помощи долбежного станка делаем выборку. По сути, это хитрый сверлильный станок, который сверлит квадратные отверстия. Затем при помощи пильника и каретки обрезаем все лишнее и получаем классическое соединение под названием шип-паз. Теперь остается все это собрать. Если все подогнано и запилено четко в размер, это не составляет особого труда. Куда сложнее все запилить четко в размер. Благо с этим у Андрея проблем нет, и пазл сложился на раз-два. После того, как клей высох, делаем выборку под петли. Сперва разметка, потом выборка при помощи фрезера, а в финале доводка стамеской. Этот элемент в дальнейшем будет одной из боковин тумбы. В ней будет спрятан секретный механизм. Им мы сейчас и займемся. Сперва крепим рамку на ЧПУ, затем программируем хитрую выборку, объясняя станку, как это должно выглядеть. После того, как мы поняли друг друга, запускаем процесс. Спустя 5 минут задача выполнена, и можно двигаться дальше. В это отверстие вставляем металлический клапан и намертво заклеиваем его в саркофаге. Пока клей сохнет, занимаемся секретным ключом. На боковых стойках есть вот такие элементы, но один из них мы сделаем функциональным. Это и будет секретный ключ. Как вы уже догадались, мы взяли мореный дуб и вырезали этот декоративный квадратик. Следующим этапом с обратной стороны нам необходимо встроить в него магнит. Для того, чтобы не вычислять центр, мы просверлили 2 сквозных отверстия, зафиксировали их в программе, а потом попросту перевернули заготовку, посадив на ограничители, закрепили и сделали выборку. Теперь этот квадрат необходимо где-то пристроить. Для этого и делаем декоративную накладку, в которой предусмотрено место для квадрата, вернее уже для ромба. Для того, чтобы механизм блокировал и разблокировал выдвижной ящик, сперва этот ящик необходимо сделать. Этим и занят Андрей. Сам корпус решили делать из дуба. В дальнейшем мы затонировали его в темный цвет, для того, чтобы все смотрелось гармонично. Тут не было особых сложностей. При помощи специальной приспособы и фрезера сделали соединение шип-паз. Затем при помощи пильника получили выборку под фанеру. И так 3 раза, для 3 ящиков. А 4-й секретный ящик будет совсем маленький, иначе его не получится замаскировать. Пару слов о механизме, который блокирует и разблокирует наш секретный выдвижной ящик. В корпусе тумбочки мы сделали вот такое деревянное отверстие, в которое вставили металлический клапан. И при помощи магнита мы заставляем его двигаться в одну либо другую сторону, тем самым блокируя либо разблокируя наш выдвижной ящик. Конечно, мы понимали, что дерево – это живой материал, и со временем оно может менять свою форму, то есть усыхаться, либо наоборот там, увеличиваться в объеме из-за влажности. И тем самым оно могло бы блокировать ход вот этого элемента. Поэтому мы сделали специальную втулку, вставку, через которую это все и работает. В итоге это будет работать следующим образом. Хозяин берет секретный элемент, подносит к определенному месту, магнит притягивает задвижку и ящик разблокируется. Точно таким же образом механизм и блокируется. Только тут необходимо перевернуть магнит, полярность изменится и ключ при помощи магнитного поля затолкает клапан обратно. Просто, дешево и надежно. Тумбы должны стоять на ножках. Тут все просто. Нарезаем 8 одинаковых заготовок. Следующим этапом при помощи фрезера убираем фаску. Собственно, ноги готовы. Перед тем, как собирать подстолье, красим тыльные стороны темной морилкой. В дальнейшем эта сторона будет зашита со всех сторон, и увидеть ее можно будет только вынув выдвижные ящики. Наконец, все готово к сборке тумб. Они, по сути, и будут подстольем. И как же кайфово смотрится, когда пазл идеально складывается, деталь за деталью. В
общем, мы наконец закончили полностью весь дизайн и согласовали его. И я вам скажу, что это прям событие. Потому что работа была очень долгая и сложная. Конечно же, такое дело надо отметить. К сожалению, дизайнер, которая помогала нам с этим проектом, работает дистанционно и находится за 1500 километров от нас, в небольшом городе. Благо, существует такой сервис, как Floor2You, который, внимание, дарит скидку 40% на первый заказ в приложении. По промокоду ТОПОР вы получите скидку 40%, которая распространяется на все букеты, даже на те, что уже со скидкой. Например, 101 короткая роза всего в 2994 рубля вместо 4990 рублей. А еще у Floor2You гарантия на букеты 5 дней. То есть, если букет завянет раньше, его заменят бесплатно. Вам пришлют фото букета перед доставкой. Бесплатная доставка в 160 городах России. Чего вы еще ждете? Скачивайте приложение по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Вводите промокод ТОПОР и радуйте своих близких. А в описании будет лежать промокод на скидку в 15% на повторную покупку. Итак, столешница. Первым делом выбираем подходящий слэб. Конечно же, это мореный дуб. Тут мы обойдемся без клейки и будем использовать цельный массив. Раскладываем все возможные варианты и перебираем различные комбинации. Спустя час подбора, наконец определяемся и пилим слэбы в размер. К тому времени мы уже придумали дизайн столешницы, проработали ее и согласовали с заказчиком. Именно поэтому мы так основательно подходим к выбору материала для столешницы, так как слэбы должны соответствовать заявленной картинке. Про нее расскажу немного позже. А сейчас снова отправляемся к ЧПУ, крепим заготовку и начинаем калибровку. На данном этапе у нас стояла задача вывести в идеал всего одну сторону. После того, как станок справился с этой задачей, отправляемся к рейсмусу и прогоняем противоположную сторону через него. Делается это именно в такой последовательности. Иначе, если сразу пихать кривой изогнутый слэб в рейсмус, велика вероятность на выходе получить красивый, строганный, но изогнутый материал. А когда одна сторона выведена в идеальную плоскость, рейсмус, опираясь на нее, выводит противоположную, и мы имеем идеальный слэб. Конечно же, для такой задачи необходим подходящий рейсмус. Пару слов о нем. Главное преимущество нашего рейсмуса, так это крутой вал Helical, на котором установлено 138 твердосплавных лезвий. Да, это дорого, но спустя 3 года эксплуатации смело могу сказать, что оно того стоит. Мы четко уяснили, если хотим делать такие проекты, то экономить на оборудовании не стоит. Именно поэтому в мастерской преимущественно стоят станки от Powermatic. После того, как все заготовки откалиброваны и выведены в одну толщину, можно двигаться дальше. По задумке, один из краев должен быть живым, то есть естественным. Поэтому перед заливкой обрабатываем его, убираем остатки коры и слегка облагораживаем. Следующим этапом заливка. Говоря по правде, для меня это один из самых любимых процессов. Подготавливаем стол, на проставке кладем заготовки и в принципе уже сейчас вырисовывается композиция. Примерно так слэбы и будут залиты в итоге, но сперва грунтовка. Для этих целей мы используем состав под названием Art Eco от Эко-ванны. Отличный проверенный материал. Пользуемся им уже не 1 год. Сперва хорошенько промазываем торцы. Делается это для того, чтобы избежать активного выхода воздуха из дерева, иначе в заливке неизбежно останутся пузыри. На следующий день смола высохла и можно приступать к основной заливке. Для этого сооружаем простенькую опалубку. В качестве бортов используем ЛДСП, нарезанную в размер. Не жалея, наносим силиконовый герметик и так со всех сторон. Хорошая опалубка – это очень важно. Тут не прокатит сделать все герметично на 99%, так как смола – это очень текучий материал, и если пропустить хотя бы пару миллиметров, то весь состав точно выльется через такую брешь. Ну и в финале пальцуем силикон по периметру. После того, как опалубка готова и силикон высох, разводим состав для массивных заливок. Это арт-массив. Компонент А плюс компонент Б. Совсем немного подкрашиваем состав для того, чтобы все смотрелось гармонично. Хорошенько перемешиваем и заливаем. Эта смола сохнет, а если говорить правильно, полимеризуется 7 дней. За это время все пузыри выходят самостоятельно, и в итоге мы имеем идеальную заливку. Спустя неделю возвращаемся к столешнице и всеми возможными способами отдираем ее от стола.
Следующим этапом калибровка. Закидываем заготовку на ЧПУ, крепим и за пару проходов имеем идеально ровную столешницу. По задумке, при включении одной из функций стола вдоль столешницы должна бежать тоненькая импульсная линия, и выглядеть это будет следующим образом. Для этого при помощи фрезера делаем выборку в торце по периметру всей столешницы. Для того, чтобы эта полоса светилась, ее надо залить прозрачной смолой. Понятное дело, что залить ее сразу с 4 сторон невозможно, поэтому делаем в 4 подхода на протяжении 4 дней. На 5-й день снова несем столешницу на ЧПУ, для того, чтобы добраться до этой полосы, но уже с нижней стороны столешницы. Пару проходов и миссия выполнена. Мы добрались до прозрачной заливки, но выборка тут получилась довольно глубокая, и торец столешницы стал относительно хрупким. Для того, чтобы его усилить, заливаем в эту выборку еще немного прозрачной смолы. Тем самым мы усилили конструкцию и создали светопропускающий тоннель. В дальнейшем тут расположится светодиодная лента, и мы получим задуманный эффект. Следующим этапом переходим к декору лицевой стороны столешницы. Выглядеть она должна вот так. Такую задачу мы и поставили перед ЧПУ. Но для того, чтобы получить гравировку строго в задуманном месте, это место необходимо четко обозначить. Именно для этого Андрей ложится максимально близко к ЧПУ и на ушко шепчет ей координаты. После того, как они нашли общий язык, фиксируем заготовку и нажимаем кнопку «Старт». Пока станок занимается гравировкой, расскажу немного про нее. На столешнице расположится стилизованная схема Солнечной системы, сочетающая в себе как стиль арт-деко, так и нотки ретро-футуризма, а также символизирующие не только главенство и непоколебимость системы, но и вечное движение. Среди ярких созвездий всегда можно найти свою путевую звезду. Да, кусочек звездного неба мы тоже встроим сюда, но пойдем немного дальше. Сделаем так, чтобы при помощи звездного неба можно будет выводить информацию на столешницу, но об этом немного позже. А пока предлагаю просто полюбоваться, как станок справляется с этой задачей. Спустя полдня гравировки имеем вот такой результат, который необходимо очистить от ворса и пыли, для того, чтобы двигаться дальше. Сперва жесткой щеткой при помощи дремеля. Кстати, очень удобная штука. Следующим этапом хорошенько шлифуем поверхность мелким зерном, используя эксцентриковую шлифмашинку. Спустя еще несколько часов обработки имеем идеально чистенькую объемную гравировку. Для того, чтобы она осталась такой, придется еще изрядно попотеть. Первым делом грунтуем ее, хорошенько проливая со всех сторон. После того, как грунт высох, наносим черную патину, которая по задумке должна остаться только в выборке, то есть в гравировке, и максимально подчеркнуть ее. Но нанести ее исключительно в выборку не получится, поэтому наносим по всей столешнице и имеем черную поверхность. Поэтому следующим этапом при помощи шлифмашинки убираем патину с поверхности. Тут, думаю, все понятно наглядно. Дерево обнажается, патина остается только в углублении и картинка максимально проявляется. Перед тем, как заливать гравировку смолой, мы обычно проливаем ее еще одним слоем лака, иначе есть вероятность, что черная патина начнет подкрашивать смолу и поплывет в ней некрасивыми разводами. Нам такого не надо, поэтому изолируем ее лаком. Ну и наконец можно приступать к заливке. Смолу мы совсем слегка подкрасили темным красителем и принялись аккуратно заливать гравировку, точку за точкой, линию за линией. Тут, наверное, у многих возникнет вопрос, почему бы сразу не залить рисунок черной смолой и пропустить несколько этапов подготовки. В теории так можно сделать, но определенно точно это не наш подход. При такой заливке рисунок станет плоским и скучным, без объема, и будет выглядеть как простая черная наклейка. На мой взгляд, это сильно дешевит изделие. Поэтому мы так не делаем. Спустя час скрупулезной заливки проходимся корректором. Делается это для того, чтобы снять поверхностное натяжение, и пузырьки с легкостью покинули такие сложные маленькие ниши.
На следующий день смола высохла и можно смело приступать к шлифовке. При таких заливках мы всегда стараемся налить смолу с запасом, поскольку при высыхании она дает небольшую усадку, а наш запас без проблем это нивелирует. В итоге значительно проще сошлифовать излишки, чем подливать смолу еще несколько дней. Наконец переходим к самому интересному. В столешницу нам надо встроить следующие фишки. Секретный лючок, из которого после успешного сканирования отпечатка пальца будет появляться левитирующая площадка. Также нам надо расположить кусочек звездного неба и еще несколько элементов. Это непростая задача, и для того, чтобы все уместилось и не мешало друг другу, сперва мы сделали схематичное расположение, вырезали его на картоне и по месту посмотрели, как все располагается. Немного поспорили, пришли к общему мнению, сделали замеры, и уже с уверенностью можно приступать к выборке в столешнице. И тут очередная непростая задача. Нам необходимо всю электронную начинку четко миллиметр в миллиметр соотнести с рисунком на лицевой стороне. Отправной точкой решили сделать вот этот кругляш. В дальнейшем он и станет секретным лючком, который будет открываться. Мы задали в программе его диаметр, настроили фрезу так, чтобы она еле-еле касалась поверхности, и прогнали ее по кругу, и убедились в том, что попали в точку. Но для того, чтобы перенести эту точку на обратную сторону столешницы, сверлим сквозное отверстие. Это и будет нашим нулем, то есть нулевой точкой отсчета. Переворачиваем, крепим и запускаем процесс. Что в итоге тут должно расположиться? В самой большой нише будут располагаться светодиодные матрицы. При помощи их мы сможем имитировать звездное небо в столешнице и даже выводить на нем необходимую информацию. Функционал тут может быть любой. Wi-Fi модуль будет брать информацию из сети и выводить на звездном небе. На данный момент мы остановились на курсе биткоина в прямом эфире, но об этом немного позже. Также в этих нишах расположится механизм для открывания секретного лючка, а для того, чтобы этими секретами мог пользоваться исключительно владелец и его доверенные лица, рядом мы встроим сканер отпечатка пальца, и только после того, как стол поймет, кто к нему подошел, только тогда активируется весь функционал. Как вы видите, выборка сделана с небольшой ступенькой. Сюда лягут панели, которые и спрячут все коммуникации. Для того, чтобы реализовать нашу задумку с секретным лючком и левитирующей шайбой, в первую очередь необходимо этот лючок сделать. И тут мы столкнулись с очередной проблемой. Для того, чтобы механизм действительно был секретным, он не должен выделяться на столешнице. Поэтому зазор в закрытом состоянии должен быть минимальным. Но таких фрез, которые бы нам подошли, не существует. Мы решили этот вопрос следующим образом. Взяли самую тонкую V-образную фрезу и с внутренней стороны вырезали этот элемент. В итоге на выходе с лицевой стороны получилось добиться зазора меньше 1 мм, что достаточно для открывания и вполне себе незаметно для глаза. А вот на создание самого механизма ушло около месяца. Его пришлось разрабатывать с нуля. В сети я не нашел ничего подходящего, и стало понятно, что готовых решений не существует. Поэтому мы создали его сами. И выглядит он следующим образом. Из фанеры мы сделали шахту лифта, в которой расположится сложная система механизмов. Все направляющие и соединения мы решили использовать от механизмов, которые применяются при создании ЧПУ станков, поскольку они суперточные, надежные и долговечные. Единственный их минус так это цена. В качестве приводов мы взяли линейные актуаторы. Говоря по-простому, это аналог пневмоцилиндров, но работающие от электричества, что сильно упрощает схему. В итоге, подав на эту штуку 12 вольт, она может поднимать и опускать, открывать и закрывать, толкать и втягивать. Все зависит от задач. А сам лючок закреплен на петлю, что и позволит ему открываться и закрываться. В итоге у нас получился самостоятельный, крепкий и надежный модуль, который останется вставить в тумбу и подключить. Но в тот момент, когда левитирующая шайба будет парить над столом, под ней будет видна площадка левитрона. Конечно, такой вариант нас не устраивает. Ее определенно надо облагородить. Из максимально схожего материала вырезаем вот такой кругляш. Это и будет декоративная накладка. В итоге, когда все это соберется, настроится и запустится, мы получим следующий результат. Хозяин стола прикасается к сканеру отпечатка пальца, стол его распознает и происходит следующая магия. Для того, чтобы реализовать эту задумку, нам пришлось решить еще одну сложную задачу. Дело в том, что левитрон работает тогда, когда на него подается напряжение. То есть, если выключить электричество, то вот эта магнитная шайба упадет и примагнитится где-то сбоку. Давайте я наглядно покажу, как это будет работать.
положим небольшую прокладочку для того, чтобы не разбить механизм. И вот условно выключаем электричество. Для того, чтобы решить эту задачу, нам пришлось придумать хитрый механизм. Для наглядности я сделал вот такой примитивный образец нашей конструкции. Это 4 вот таких основания, которые имеют конусную форму, и механизм ходит внутри вот этой штуковины. Получается, когда магнитная площадка опускается вниз, наша тарелочка опирается на эти штуковины и остается в подвешенном состоянии. В итоге наша шайба зависает вот на этих опорах, а когда магнитная площадка начинает подниматься снизу, она подхватывает магнитным полем нашу шайбу и поднимается вверх. И точно так же потом в обратном направлении. Собственно, так мы решили эту проблему. Но и тут не все так просто. Дело в том, что вот эта форма летающей шайбы должна быть прям идеально подогнана под вот всю эту конструкцию. И для того, чтобы получить вот эту самую заветную форму, нам пришлось сделать, наверное, около 10 образцов. С разным углом, наклоном, весом, и только опытным путем мы добились какого-то результата, который, в принципе, отлично себя показал. Когда основная выборка сделана, приступаем к созданию звездного неба. Для этого делаем около 1000 отверстий сверлом диаметром 0,8 мм. Соответственно, нам понадобится оптоволокно такого же диаметра. Его и все, что связано со светом, мы уже пару лет заказываем в магазине Lightwork. На мой взгляд, это самый толковый магазин. Оптоволокно всегда есть в наличии, бухтами, обратная связь и доставка очень оперативная. Смело рекомендую. Контакты есть в описании ролика. Закинули в корзину бухту оптоволокна и еще немного расходников. И уже через пару дней работаем с ними. Теперь дело осталось за малым. Каждое отверстие необходимо просунуть кусочек оптоволокна. В итоге на это ушло 2 дня. И вся команда по сменам подходила к этому развлечению. Следующим этапом, для того чтобы зафиксировать оптоволокно на своих местах, проливаем его быстрой смолой. Это все тот же состав Art Eco от Экованны. В итоге смола проникает в отверстие и намертво фиксирует прутки оптики. На следующий день смола высохла, и при помощи стамески подчищаем хвосты. Мы всегда оставляем такой запас, делается это для удобства работы. В дальнейшем достаточно той длины оптоволокна, которая остается в дереве, тем самым создавая тоннель, который отлично проводит свет. А вот тут наглядно видно то, о чем я говорил. Смола проникала в просверленные отверстия, протекала вдоль их и немного выступила на лицевой стороне. Это отличный показатель. Теперь мы точно уверены, что оптоволокно надежно зафиксировано в отверстиях и уж точно не вывалится в дальнейшем. Тут такая же история. Сперва стамеской подчищаем излишки, а затем при помощи шлифмашинки выравниваем поверхность, сошлифовывая смолу и хвостики оптики. В итоге 1000 точек подготовлено. За это будет отвечать вот такая светодиодная матрица, которую мы собрали из нескольких модулей. После включения выглядит она вот так. Если присмотреться, видно, что фоновый свет, который и будет отвечать за звезды, слегка переливается. Мы специально запрограммировали его таким образом, для того, чтобы картинка была немного динамичной и не дешевила. После ряда тестов мы поняли, что светодиоды слишком близко прилегают к оптоволокну и немного портят картинку на столешнице. Недолго думая, мы решили сделать простенькую проставку-рассеиватель. Ее изготовление вы видите на экране. Для того, чтобы закрыть весь этот бутерброд, вырезаем заглушку из дубового щита. В дальнейшем мы сделали в нем вентиляционные отверстия и покрасили в темный цвет. Следующим этапом подсветка. На столешнице между двумя слэбами залита смола, но для того, чтобы ее грамотно подсветить, придется еще порядком попотеть. Свет смотрится дорого и богато в том случае, если он исходит из глубины, а сам источник света не виден глазу. Для получения такого эффекта мы делаем выборку по всему периметру заливки, заходя на соседние 5 см дерева. В дальнейшем светодиодная лента расположится именно на деревянной части, сверху прикрываясь основным массивом, как козырьком. Для того, чтобы свет распространялся равномерно по всей смоле, эту выборку мы опять заливаем смолой. И уже после того, как смола высохла, снова кладем столешницу на ЧПУ и выбираем тонкую полосу для светодиодной ленты. По периметру вкидываем светодиодную ленту, которая и будет отвечать за импульсную полосу. Эти ниши также закрываем ламелями. Для того, чтобы подсветить барельеф, то есть быка и медведя, мы высчитали точное место, сделали выборку и на алюминиевый профиль приклеили светодиодную ленту. Таким же способом будут подсвечены боковые панели на тумбах.
Поскольку на столе будет стоять компьютер, мы заранее предусмотрели отверстие, в которое можно будет завести провода, а уже в самой тумбе расположится сетевой фильтр, в который подключится и запитается все необходимое. Для этого мы вырезали вот такое отверстие и следом заглушку из такого же материала. В правую тумбу установили сетевой фильтр. Достав средний ящик стола, открывается доступ к сетевому фильтру. Можно включить, выключить, подключить какое-то оборудование. Снизу он проводом отключается через разъемное соединение и уходит в пол. Основная лицевая панель, на которой изображен бык и медведь, наклеена на фанерное основание. Конечно, фанеру необходимо зашить мореным дубом со всех сторон. Для этого мы сделали вот такую панель. И на лазере вырезали техническое отверстие. Следующим этапом клеим эту панель на свое место. В итоге это будет выглядеть вот так. Тут спряталась светодиодная лента, которая и отвечает за свет цитаты на лицевой стороне. Крепится панель при помощи магнитов, что не портит внешний вид и отлично работает. Наконец, все элементы готовы, но перед тем, как приступать к сборке, надо нанести финальный слой лака. В данном проекте мы использовали полуматовый полиуретановый лак. Все работы по грунтовке мы делали в своей мастерской. Для нанесения финального слоя обычно мы ездим к нашим друзьям в мастерскую Автобогов. Там, кстати, мы снимаем совместный контент по восстановлению интересных машин. Уже вышло несколько выпусков. Ссылку оставлю в описании. Обязательно заходите и поддержите проект просмотром. Как вы уже поняли, в этом проекте будет очень много подсветки. Для того, чтобы ей удобно и грамотно управлять, делаем следующую панель. Будет закрывать такая лицевая панель, на которую установлен RGB-контроллер двухканальный, позволяющий управлять разноцветной подсветкой и холодным и теплым белым. И 3 кнопки с фиксацией для включения стола, для включения подсветки и для включения звездного неба. Для того, чтобы реализовать все наши задумки, в столе необходимо собрать практически собственный компьютер. Для этого кидаем в корзину все необходимое. По доброй традиции, всю электронику уже как пару лет заказываем в магазине Giant и смело его рекомендуем. Все четко и оперативно, ссылка есть в описании. Сейчас мы находимся на финальной стадии сборки нашего стола. В правую тумбу установили сетевой фильтр. Достав средний ящик стола, открывается доступ к сетевому фильтру. Можно включить, выключить, подключить какое-то оборудование. Снизу он проводом отключается через разъемное соединение и уходит в пол. В левой тумбе у нас установлены блок питания 5 вольт для питания Arduino и светодиодной матрицы и лент. Ниже мощный 12-вольтовый блок питания для двух контроллеров. Один RGB, второй холодный белый, теплый белый. Также он питает 2 мощных драйвера моторов, которые управляют механизмом поднятия левитрона. В оставшемся свободном пространстве у нас будут установлены 2 платы, на которых будут стоять 3 Arduino и 1 плата Venus Mini на базе ESP8266, которая будет отображать онлайн-курс биткоина. 3 остальные Arduino будут заниматься подсветкой, звездным небом, поднятием левитрона и остальной подсветкой. В самом верху будет установлен модуль распознавания отпечатка пальца. Под столешницей установлен емкостной датчик. Контроллер может управлять 2 разными группами. Одна группа будет отвечать за выдвижение левитрона, вторая за вывод онлайн-курса биткоина. Ящик с нашими блоками. Внизу у нас осталось полезное пространство, куда можно поставить кружки, либо еще что-то. И мы решили добавить интересную вещь. Поставили Tesla-катушку и специальные кружки. При открывании дверцы срабатывает датчик холла и включает Tesla-катушку. И загораются кружки. И при закрывании дверцы магнит подходит к датчику холла, и он отключает катушку. Итак, что же это за волшебные кружки и как они работают? В основании лежит вот такая штуковина. Это Tesla-катушка. Кружки полые внутри. В этой полости находится специальный газ, который взаимодействует с Tesla-катушкой, и происходит вот такая магия. На самом деле это могут быть не обязательно кружки. Ребята из Tesla Coil могут закачать газ куда угодно.
И это лишь малая часть их изобретений. Пару слов о них. В хорошем смысле слова, это настоящие сумасшедшие изобретатели. Я лично знаком с их командой и бывал у них в мастерской. Александр, он же Зерк, идейный вдохновитель и основатель, ведет свой телеграм-канал. Это блог сумасшедшего ученого. В нем он подробно рассказывает и показывает свои изобретения. Поверьте, там есть на что посмотреть. Для понимания поясню. Это абсолютно уникальные вещи. Большинство их изобретений не имеют аналогов в мире, а блог насчитывает всего 2000 подписчиков. Давайте исправим это недоразумение. Ссылку на него я, конечно, оставлю в описании. Ребята также делают художественные плазменные скульптуры. Недавно дожали тороидальную плазму. Это крайне залипательная штука. Также они начали развивать отдел аренды с лазерными стенами, которые можно использовать для фестивалей, танцполов и кальянных. Ну и конечно же у них можно купить Tesla-кружки, которые мы используем в своих проектах. А для того, чтобы эта позиция стала более доступной, они изобрели небольшую подставку на аккумуляторе вместо большой дорогой Tesla-катушки, что отлично подойдет в качестве подарка. Я очень горжусь знакомством с ними и тем, что мы являемся их единственным официальным представителем. В нашем магазине вы можете полюбоваться и приобрести их изделия абсолютно без наценки. Все ссылки есть в описании. Поддержите блог сумасшедшего ученого, он этого действительно заслуживает. После того, как вся электроника разведена, приступаем к сборке. Первым делом крепим выдвижные ящики. Конечно же, тут мы не экономили и использовали самую дорогую надежную фурнитуру. Вставили, отрегулировали и наконец соединяем все разъемы, для того, чтобы оценить, как это работает в едином механизме. По счастливому стечению обстоятельств заказчик живет в Санкт-Петербурге. Как раз к финалу этого проекта мы открыли свой магазин-шоурум в Питере. Находится он на улице Фучика 9, торговый центр Кубатура, 3-й этаж. Там мы и решили провести презентацию и вручить стол. На самом деле Виталий до презентации так и не видел готовый результат. Еще за пару месяцев до финальной сборки, когда мы согласовали основные элементы, он попросил нас не присылать ему фотоотчет, ссылаясь на то, что полностью доверяет нам и хочет увидеть стол сразу вживую. Конечно, это очень приятно. Всем бы таких заказчиков. Огромное спасибо Александру за то, что они во всех вопросах были очень лояльны, реализовали какие-то идеи, задумки, то есть сами предлагали идеи, плюс использовали очень классный материал, который мы, очень долго его, скажем так, подбирали. Я и хотел именно, чтобы он именно такой был, этот материал. Мне кажется, ребята реализовали прям на все, мне кажется, 150%. Это даже немного круче, чем я ожидал. Поэтому спасибо большое. Если вы захотите обращаться, обращайтесь к Александру, вы не пожалеете. Я всегда добавлю, что это идеальный заказ. Напомню, что главная идея проекта заключается в том, что стол должен смотреться круто, самостоятельно и самодостаточно, без подсветок и другой электроники. Это и есть его классическое воплощение. Но также, при желании, стол должен трансформироваться в супертехнологичное и вызывающее изделие, когда это необходимо. На мой взгляд, объединить два этих требования в одном изделии – это и была самая сложная задача. После того, как сканер распознает отпечаток владельца, от пальца бегут две импульсные линии. Через мгновение они сталкиваются ровно в центре и загорается цитата. Это и является активацией секретного механизма. Для того, чтобы вывести на столешницу информацию, к сканеру необходимо приложить другой палец. Именно тогда на столе появится сообщение. В нашем случае это актуальный онлайн-курс биткоина, но по желанию клиента можно запрограммировать что угодно. К примеру, сумму на банковском счету в реальном времени. С секретным ключом, думаю, все понятно. Если знать, куда его приложить, ящик откроется. Также мы постарались сделать этот ящик максимально незаметным. В итоге он выглядит просто как конструктив стола.
Конечно, это единственный экземпляр в своем роде. Повторять это изделие мы не будем принципиально, поскольку в этом и заключается его ценность. Но заказать разработку и изготовление чего-то подобного вы всегда можете в нашей мастерской. Ссылка есть в описании. Думаю, у многих возник вопрос, сколько же стоит такая работа. Постоянные зрители знают, что после каждого проекта на YouTube мы публикуем пост в нашем телеграм-канале, где рассказываем все цифры, сложности и интересные моменты, связанные с проектом. Такой пост уже опубликован в нашем ТГ. Ссылка есть в описании. Спасибо за просмотр и добра, топора.